Всем привет! Заканчивается сентябрь, приближается середина осени, и здесь тоже достаточно мероприятий и событий на мировых аукционах классических автомобилей. А это значит, что и мы сможем найти что-то интересное среди большого списка выставляемых на продажу лотов. Для начала давайте заглянем в Бельгию, где среди большого числа ярких звезд Bonhams мы видим редчайший кабриолет Facel Vega FV1. За свою относительно короткую жизнь французская фирма Facel выпустила около 2900 автомобилей. Все они были стильными, роскошными и быстрыми. Собранные вручную, по цене они приближались по стоимости к Rolls-Royce. Их владельцы были богатые и знаменитые, ищущие что-то эксклюзивное и неповторимое. В этот список входили члены королевских семей, политики, дипломаты и актрисы. Тони Кертис, Ринго Старр, Джон Фонтейн, Ава Гарднер – вот лишь некоторые примеры из них. Однако за внешним стилем скрывалась в том числе и высокопроизводительная начинка. Ее, в свою очередь, высоко оценили даже такие великие автогонщики, как Морис Трентиньян и Роб Уокер, в собственности которых были модели Facel. В этом же списке был также и сэр Стирлинг Мосс, который предпочитал ездить на своем быстром и комфортабельном Facel между гонками на континенте. Forget Atelier de Construction de Relevoix, Facel, мастерская и конструкторское ателье Эра и Луара, была основана в 1938 году как дочернее предприятие военной авиационной компании Bronzavia. Она выступала поставщиком запчастей и комплектующих для авиационных компаний. После Второй мировой войны Facel возглавил Жан Данинос, бывший технический директор Bronzavia, который объединил компанию с фирмой Metallon, специализирующейся на алюминиевой продукции. Предприятие, получившее название Facel Metallon, берется за любую работу. К примеру, изготавливает рамы для мотороллеров Vespa или фурнитуру для кухонной и офисной мебели. Жан Данинос, имея греческие корни, сам был уроженцем Франции. Он рано увлекся техникой, а после армии поступил работать в фирму Анри Ситроена, участвуя в разработке революционного и значимого для всего автомобилестроения Citroën Traction Avant. Этот опыт сослужил ему хорошую службу в будущем. У Даниноса была страсть к стильным роскошным автомобилям, и она сподвигла его дополнить предприятие подразделением по производству кузовов. Среди его друзей было много влиятельных в автомобильном мире людей. Например, главный акционер и исполнительный директор Fiat Джанни Аньелли. Благодаря своим связям он получил контракты на производство кузовов для Panhard и Simca. В партнерстве с Pininfarina изготовил серию кузовов для Bentley Mark VI. Затем производит кузова для внедорожников Delahaye VLR, по сути являющиеся копией Willys. И тогда же, желая продолжить сотрудничество с Bentley, а заодно и показать возможности своей фирмы, он строит прототип. Машина получила интересное оформление передней части, которая потом станет визитной карточкой фирмы. Большая вертикальная решетка и два горизонтальных воздуховода по бокам от нее. А с 1951 по 1954 годы поставлял кузова для маленького симпатичного Ford Comet, продававшийся на французском рынке, дизайн которого был разработан ателье Stabilimenti Farina. За короткое время Facel собрала очень разнообразное портфолио. И вот Данинос наконец осуществил свою давнюю мечту, превратив кузовное производство в полноценную автомобильную компанию. В 1954 году на парижском автосалоне была представлена первая модель Vega. А вот специалистом, сыгравшим решающую роль в проектировании Facel Vega, был инженер Жак Брассер.
Данинос начал сотрудничество с ним еще с 1936 года. Именно Брассер и два его помощника Дюма и Перрон разработали первый прототип модели. Внешний облик Фассель Вега был выполнен самим Жаном Даниносом. Прототип был оснащен двигателем V8 DeSoto Fire-Dome объемом 4,5 литра и мощностью 180 лошадиных сил. После Второй мировой войны изменившееся законодательство привело к тому, что большинство французских производителей роскошных автомобилей прекратили свое существование. Когда Bugatti, Delahaye и Delage отошли от дел, Фассель оказался единственным престижным автомобилем во Франции, что еще больше укрепило его эксклюзивный имидж. Не имея подходящего силового агрегата французского производства, за поиском нужного двигателя пришлось обратить свой взор за океан, в Соединенные Штаты Америки. Как уже говорилось, для прототипа был выбран двигатель DeSoto, но для серийных моделей он был заменен на более объемные и мощные силовые агрегаты Chrysler объемом 4,8 литра и мощностью 200 лошадиных сил. На выбор клиентам предлагалась автоматическая или механическая коробка передач. К тому же для увеличения пространства на задних сиденьях по сравнению с прототипом серийный FV1 получил удлиненную колесную базу. Экстравагантный Фассель Вега сразу же стал хитом продаж, а в список выдающихся владельцев вошли Пабло Пикассо, Кристиан Диор, Фрэнк Синатра. Помимо купе было построено 7 кабриолетов FV1. Но сам Данинос не любил мягкие крыши, считая их слишком дорогими в производстве. В результате предприятие сосредоточилось в основном на кузовах с жесткой крышей. И вплоть до 1958 года модель успела сменить несколько индексов. FV2, получившая панорамное остекление, FV3 и FV4 Typhoon. Серию FV сменяет новая модель с индексом HK500. По сути, это модернизация модели FV3, FV4. Нацеливаясь на рынок Великобритании, в линейку была добавлена праворульная версия, что поспособствовало росту продаж в целом. Кроме двухдверных версий, компания предлагала также модель Excellence, представляющую собой стильный четырехдверный седан. Он был построен на удлиненной платформе, общей с моделями FV4 и HK500. На выбор предлагалось два двигателя V8 от Chrysler, Wedge объемом 5,9 литра или Hemi. Четырехдверка дебютировала в виде прототипа на парижском салоне 1956 года. Автомобиль был выполнен в том же стиле, что и самая первая модель компании, но отличалась широкими плавниками на задних крыльях и необычными задними распашными дверями, открывающимися против входа, демонстрируя полностью лишенный стоек салон. Однако в серию автомобиль пошел только спустя почти 1,5 года. Все это время шли работы над усилением кузова, который был ослаблен отсутствием средней стойки. Во время испытаний двери произвольно открывались во время движения. Хоть проблему и не решили окончательно, все же машины стали продаваться. Серийная модель полностью повторяла прототип. Excellence оказался одним из самых роскошных автомобилей класса люкс во Франции. Серийные автомобили выпускались в 3 сериях. EX было произведено 11 автомобилей, включая прототип. EX1 – 133 автомобиля. И EX2 – всего 8 автомобилей. Наконец, в 1962 году была представлена модель Фассель 2. По сути, она стала окончательным воплощением представления Жана Даниноса о великолепном Гран-туризмо, сочетающем в себе европейские настройки шасси с хорошей управляемостью и устойчивостью на дороге, французский дизайн, а также мощные и надежные силовые агрегаты V8 объемом 5,9 и 6,3 литра от Chrysler. В качестве основной автоматической коробки передач предлагалась конструкция Torque-Flight, либо опциональная четырехступенчатая механическая коробка Ponta Muson, встречающаяся сейчас крайне редко. Передние и задние тормоза, в отличие от предшественников, стали дисковыми. С автоматической коробкой передач Фассель 2 был способен развивать скорость более 135 миль в час. Компания рекламировала Фассель 2 как самый быстрый четырехместный купе в мире.
Одним из факторов, оказавшим негативные последствия на печальную судьбу марки, стала идея выхода на рынок легких спортивных автомобилей с двигателем, позаимствованным у фирмы Ponta Mousson. Взяв за основу их шестицилиндровый мотор и благодаря удалению двух цилиндров, удалось создать четверку объемом 1,6 литра мощностью 115 лошадиных сил с двумя верхними распредвалами. В 1959 году компания создала компактный автомобиль, вдохновленный концепцией Альфа-Ромео. Он получил название «Фасселия». Новая компактная модель предлагалась в кузове купе, кабриолет или купе 2+2. Фасселия была с энтузиазмом встречена прессой. Она получила огромное количество предзаказов. Однако, как показало время, попытка пробиться в класс, где правили бал автомобили Porsche, Triumph, MG и та самая Альфа-Ромео, оказалась неудачной. Бесконечные проблемы, связанные с новым двигателем, оказавшиеся слабым звеном новой конструкции, испортили репутацию компании, истощили ее ресурсы, так как проблемы клиентов компания брала на себя в рамках гарантии, приближая к неизбежному концу. Успешные попытки модернизировать двигатель, которые наконец-то позволили забыть о перегревах, не спасли ситуацию с падением спроса. Даже появившаяся модель Facel 3, в которой двигатель был заменен на сверхнадежную верхнеклапанную четверку, позаимствованную у Volvo P1800, продолжали подталкивать компанию к краю пропасти. Вдобавок к накопившимся проблемам, разорительное французское налогообложение вынудило Facel в 1963 году пройти процедуру банкротства. Кстати, в период банкротства, когда компанией рулили конкурсные управляющие, было принято решение о запуске модели, которая бы заняла нишу между большими моделями и самой компактной. Таким образом, в 1964 году появилась модель с шестицилиндровым двигателем Facel 6. Это, по сути, был Facel 3 со 150-сильным мотором объемом 2,85 литров от Austin Healey 3000. В качестве коробки передач на выбор предлагались агрегаты либо того же Austin Healey, либо уже старого знакомого – Ponta Mousson. Внешне машина отличалась удлиненной на 12 см передней частью, а также ярко выраженной выштамповкой на капоте. Выпустив всего 44 экземпляра, их производство, так же как и производство Facel 3 и Facel 2, прекратили. Вот так закончилась история послевоенного французского производителя автомобилей высшего разряда. Ну а мы давайте вернемся в наше время. Сегодня эти редкие франко-американские гран-туризмо являются одними из самых востребованных послевоенных классических автомобилей. В октябре на аукционе The Zoot, который проведет Боннамс в бельгийском Кноке Хейст, выставляется на продажу один из редчайших экземпляров FV1, четвертый из 7 построенных кабриолетов. Его история достаточно любопытна. Заказчиком этого автомобиля был Франсис Лопес, известный французский композитор. В 20 веке он оставил свой след в оперете и кино. Для французов кинематограф 40-х-60-х годов неотъемлемо связан с песнями Франсиса Лопеса, которые в фильмах исполняли знаменитые теноры той эпохи – Тино Росси, Жорж Гитари, Луис Мариано. Именно на парижском автосалоне в октябре 1954 года он посетил стенд Facel и выяснил, что в ближайшее время планируется выпуск версии кабриолета, который станет более мощным, чем представленный на выставке купе FV1. Осуществив предзаказ, он получил свой автомобиль, оснащенный автоматической коробкой передач, 9 июля 1955 года. Впоследствии Фрэнсис Лопес владел другими экзотическими кабриолетами, такими как Maserati 3500 Spider Vignale в 1963 году и Bentley S2 кабриолет в 1966 году. Примерно через 2 года Лопес расстался с Facel, который 27 ноября 1957 года перешел к парижской компании L'Habitat Frères. После этого автомобиль сменил большое количество владельцев и неоднократно менял свою прописку с Парижа на департамент Эсне, затем Фонтебло и снова Париж. В 80-х Facel был найден в заброшенном гараже в пригороде Парижа, без номеров. В 1984 году его приобрел покупатель из Сен-Мартен-де-Кастильон. Благодаря ему кабриолет был тщательно отреставрирован. Сменив еще несколько собственников, к последнему покупателю из Бельгии он попал в руки в 2004 году.
Специалисты Bonhams предполагают, что этот уникальный автомобиль с пробегом чуть более 65 тысяч километров сможет оказаться в руках очередного владельца за 350-450 тысяч евро, что составляет примерно 410-527 тысяч долларов. Цена достаточно высокая. Чтобы сравнить, возьмем для примера купе FV 4-го поколения, продававшееся в Штатах как FVS. Шасси FV457H41. С 2015 по 2019 годы он 3 раза продавался аукционным домом Sotheby's, и цена его постоянно росла, увеличившись со 187 тысяч долларов до 263, полученной в калифорнийском Монтерее. Одним из самых дорогих Facel Vega стал прототип FV1 с номером шасси FV54002. Событие произошло 5 февраля 2016 года, когда Art Curial смог реализовать его за 557 тысяч долларов. Кабриолеты серии FV, в силу их редкости, не часто появляются на мировых аукционах, соответственно и цена выше, чем у обычных двухдверных купе. Так что посмотрим, может это будет новый рекорд для этой уникальной версии. Ну что, на сегодня достаточно. Спасибо, что заглянули на канал и, возможно, даже досмотрели это видео до конца. Увидимся уже совсем скоро. Всем здоровья и удачи. Ну а пока.